Добрый день, друзья! С вами Зооком Клуб. Сегодня поговорим об очень интересной лягушке. Лягушке, которую американцы, впервые внедрившие ее в культуру, называют королевой лягушек. Это причудливая квакша. Одна из самых ярких, самых странных по форме, самых выдающихся, наверное, и запоминающихся амфибий мира. Выглядит она вот так. Я всегда говорю, что это лягушка стелс. У нее действительно поразительная форма лап, имеющих вырезы, которых нету больше ни у одной амфибии. Обитает эта удивительная лягушечка в Южной Америке, в Колумбии, в Эквадоре, и встречается в природе все реже и реже. Не потому, что ее кто-то отлавливает, а в первую очередь потому, что вот так вот мы, видите, типичная квакша. А потому, что места ее обитания уничтожаются все больше и больше. И мест, в которых она может жить в природе, остается все меньше. Когда-то лет 20-25 назад, когда эта квакша попала впервые в неволю, про нее ходили просто легенды. Это действительно была мечта любого террариумиста, который увлекается амфибиями. Она очень плохо размножается. Дело в том, что эта лягушка делает несколько кладок в год, а кладки состоят всего лишь из 10-12 икринок. Лягушка относится к филомедузидам. Это близкий родственник обезьяньих лягушек. И совсем недавно она считалась еще агалихнисом, то есть была близким родственником нашей известной всем красноглазой квакши. Сейчас она выделена в другой совершенно род, это род Краспедопус, ныне насчитывающий всего лишь 3 вида. Кстати, перчатки, да, все заметили, что на мне синие перчатки. Не просто так. Дело в том, что работая с нашими наиболее ценными амфибиями, мы все-таки стараемся их предохранять от возможности заражения какими бы то ни было бактериальными инфекциями. И перчатки предохраняют от смазывания слизи, которая покрывает кожу амфибии, защищая ее, опять же, от бактерий. Так вот, понятно, что при таком размножении 2, 3, может быть 4 кладки в год по 10 икринок, эта амфибия не может стать пока что очень широко распространенной. Она уже появилась в коллекциях, ее уже можно найти. Во многих странах ее содержат, но содержат все-таки довольно опытные любители. И новички чаще всего ее в коллекции не имеют. Около года, чуть больше года назад мы получили несколько малышей в свою коллекцию. Тот, кто смотрит нас давно, наверное, помнит, как я привез их из Германии, совсем маленьких причудливых квакш, и страшно ругался на тему прохождения таможни, потому что провел там 15 часов, пытаясь растаможить наших лягушечек, привезенных легально. Так вот, прошел год, все экземпляры, которые были привезены, благополучно выросли, все выжили, и мы начали получать от них кладки. Они начали у нас размножаться. К сожалению, только одна самка получилась, но самка очень хорошая, красивая, толстая. И сейчас мы понаблюдаем за совершенно удивительным процессом, как Крузиахилла краспедопус, причудливая квакша, откладывает икру. Эта лягушка, так же как и все филомедузиды, откладывает икру не в воду, а откладывает ее на суше над водой, прикрепляя либо к поверхности листьев, либо, что чаще, делает кладки в дуплах, подобно лишаистым веслоногам. Находит дупло, заполненное водой, и в дупле, к стенке дупла над водой прикрепляет вот эти свои несколько икринок в мощной слизистой оболочке, где икринки будут развиваться довольно долго. У нас сейчас идет кладка, мы тихонечко пытаемся понаблюдать, как это все происходит, поскольку немногие это видели, и, конечно, такие таинства всегда любопытно видеть. И
нам очень захотелось показать вам процесс инкубации икры по дням. Развитие происходит 10-12 дней, прежде чем вылупляются головастики. Вот давайте по дням посмотрим, как все происходит. Это чудо рождения живой жизни, оно всегда настолько захватывает, оно всегда настолько удивляет. И тем более, когда ты понимаешь, что сейчас на твоих глазах постепенно из просто комочка слизи появляется та жизнь, которая исчезает в природе. То есть там она исчезает, а здесь ты ее возрождаешь. Это необыкновенные ощущения. Тот, кто никогда не прикасался к этому, он, наверное, даже не сможет понять, насколько это удивительно. Это ты всегда счастлив этому, ты всегда видишь зарождение новой жизни и понимаешь, что ты что-то сделал для того, чтобы она появилась и была сохранена. И спустя несколько дней маленькие головастики покидают свои икринки, вылупляются и падают в воду. Я уже говорил, да, головастиков очень немного, их всего лишь несколько штук. Вот у нас получилось всего лишь 6 головастиков. Крошечные, пока еще слабенькие, требующие очень большого внимания, чтобы не погибнуть. Нужно следить за водой, нужно очень аккуратно их кормить. И каждый день ты видишь, как они растут. Они развиваются, они увеличиваются в размере, они становятся крепче и вызывают все меньше и меньше опасений за свою жизнь. И с каждым днем ты чувствуешь, как увеличивается твой личный вклад в то, что происходит на Земле. И вот наши головастики уже активно плавают, а родители как следует отъедаются, кушают сверчка, чувствуют себя прекрасно и, похоже, задумываются о новой кладке. И точно, буквально через несколько недель появляется новая кладка, которая требует такой же заботы, такого же внимания и дает надежду на то, что эти невероятные, красивейшие, удивительные лягушки сохраняются, живут, процветают, пусть даже только в наших террариумах. Но они сохранились для будущего, и через какое-то время, когда, одумавшись, люди начнут восстанавливать леса, они смогут снова их заселить. Вот чудо, о котором мы все время хотим вам рассказать. И не только на примере причудливой Квакши, такой красивой, такой странной королеве лягушек. Не смогла в магазине удержаться и купила Глебу подарок. Лягушку. Лягушка, внутри у нее шар, наполненный жидкостью, и там червяки. Это лягушка с глистами. Это Маринина новое увлечение. Лягушки с глистами. Класс, смотри, какой червяк там внутри плавает.